Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот замечательную сумку. Она просто шикарная, я прям в восторге, она так идеально держит форму. И как раз в предыдущем видео мы с вами разбирали посылку, там были те самые материалы, которые я использовала. Также я говорила про недовяз. Это как раз был вот этот вот один кружочек, мне оставалось довязать только второй. И вот что у нас с вами получилось. Шикарная сумка, кругляшка, которая застегивается на молнию, на длинном ремешке и, в принципе, идеальный узор. Постараюсь показать поближе, обратите внимание, какой шикарный узор, как это все смотрится, все идеально. В общем, я давно хотела связать какую-нибудь кругляшку, что-то, ну, вроде этого. И как раз заказала вот эти вот новиночки с сайта Пряжа Центр. Такая вот заготовка для сумки, плюс отдельно там была молния, и я в итоге это все прям во время предыдущего видео, где я распаковывала, придумала вот этот вариант сумки, как его сделать. И заодно как раз мой вот этот недовяз сюда идеально подошел. Вяжется этот узор очень легко, в принципе. Сложным это кажется только на первый взгляд, да. На видео я очень много возмущалась, как тяжело это все делать на камеру. Да, действительно тяжело, потому что там камера находится слишком низко, ты постоянно пытаешься что-то сделать, где-то цепляется, это все трясется, ты ждешь, пока оно все остановится, или начинаешь снимать заново. В общем, это все очень тяжело делается на камеру. Но по факту, когда я переставала снимать, да, и продолжала делать это все вот так вот, сидя, да, у себя на коленях, это все делается очень быстро и очень удобно. И очень даже легко. Ну, переживала я по поводу съемки очень сильно, потому что, ну, действительно, это все так неудобно было снимать, как вот эти вот детали соединяются. Я там в такой невероятной позе все это делала, полусидя, полустоя, стараясь не зацепить эту камеру. В общем, было очень сложно снимать этот мастер-класс. Вязать эту сумку было просто неимоверно легко, а вот снимать, как ее вязать, было очень сложно. Ну, теперь давайте поговорим про расход. Понадобится нам с вами 2 мотка шнура карамель диаметром 5 мм. Идеальный шнур. Сумка просто идеально держит форму с этим шнуром. И вот что у нас с вами останется. То есть из этих остатков можно, в принципе, сделать какую-то кисточку, какое-то украшение, какой-то брелок. Ну, либо использовать их еще для чего-нибудь. Например, не знаю, корзиночку какую-нибудь связать. В общем, в принципе, применения остаткам очень много. Что еще хотела сказать? По поводу аксессуаров понадобится нам вот такая вот запчасть. Сейчас покажу, постараюсь показать, да, вот. Она будет нашим дном, у нее, получается, есть вот такие вот полуколечки, и на них цепляется ремешок. Очень удобно, в принципе, и молния. Молния тоже продается там же на сайте Пряжа Центр, ну и ремешок. Ремешок 120 сантиметров точно так же продается там же на сайте. В общем, все эти материалы, все это можно приобрести на сайте. В принципе, такая не очень дорогая сумочка получается, состоит, ну, ничего лишнего, никаких там замков, всего остального не нужно докупать. Получается 1, 2, 3 аксессуара из кожи и 2 мотка шнура карамель. Любого цвета, какой вам больше понравится. Я использовала лично шнур лазурный, цвет шикарный просто, и фурнитуру цветом джинс. Идеально они подошли друг к другу, просматривается такой небольшой контраст, то есть они не прям тон в тон друг с другом, и мне это очень нравится. Дальше, что еще хотела сказать. Для вязания нам понадобится 2 крючка, один размер где-то 3,5-4, там все зависит от вас, то есть что вам больше понравится, чем вам больше удобнее вязать, да. Ну, просто в нашей заготовке там дырочки достаточно небольшие, поэтому, чтобы обвязать, вот именно вот присоединять наши детали к заготовкам, нам понадобится крючок размером номер 3,5-4, ну, где-то вот так. Потому что шестерка, она очень туго, она пролазит, но очень туго пролазит, и немного неудобно это все доставать. Там с 4 я мучилась это все на камеру показывать. Вот. С 6 было бы совсем плохо. Вот. Но 6 нам понадобится для вязания основного вот этого вот полотна нашей сумки, основного узора.
В принципе, вяжется этот узор не так уж и долго, так что разберетесь вы с ним, думаю, очень быстро. Я постаралась максимально подробно там каждый ряд все это показывать, особенно самое начало. Самое сложное это вот начать вот этот вот круг. Потом все вот эти косички, они будут ложиться сами собой, и все это будет видно очень хорошо. И в принципе, разобраться, где сделать новую прибавку, будет намного проще. В самом начале это будет немного сложнее сделать для новичков, но, в принципе, при желании справиться с этим рисунком даже новичок. Плюс того, что мы вяжем из шнура, то есть, если у вас что-то где-то не получается, это все можно распустить. Шнур у нас не теряет форму при вязании, при распускании, да, как пряжа, например. Что теперь? Теперь не буду занимать много вашего времени, и так очень много говорила. Видео получилось еще достаточно длинным, таким за счет всего вот этого вот подробного объяснения, да. Поэтому пойдем уже вязать. Итак, для начала нам с вами нужно связать два вот таких вот круга для нашей сумочки. Первый круг я уже связала, ушло у меня примерно процентов 75-80 от одного мотка шнура. Шнур я использовала карамель 5 мм, цвет лазурный. Теперь, смотрите, вяжется очень легко, очень быстро. Главное понять принцип вязания данного узора в формате круга. У меня здесь в общей сложности 11 рядов, то есть в принципе свяжем мы их очень быстро. Итак, смотрите, вот это вот мы пока уберем, и теперь давайте откроем новый моток. Начнем сначала, потому что вот эти вот ниточки нам еще понадобятся для того, чтобы соединить все наши заготовки. Итак, открываем шнур, отматываем немного от мотка. Для вязания нам нужно будет оставить хвостик для закрытия рядов. Хвостик примерно, знаете, метр нам хватит. Итак, отмеряем хвостик. Вот такой вот хвостик у нас с вами должен будет остаться. Итак, камеру я опустила немного поближе, чтобы получше было видно. И теперь, смотрите, формируем наше колечко. Подкладываем наш хвостик под рабочую нить. Вот таким вот образом. Придерживаем пальчиком. Вставляем крючок в образовавшуюся петельку и вывязываем первый столбик. Далее нам нужно провязать сюда в это же колечко еще 5 столбиков. В общей сложности их должно быть 6. 2, 3, 4, 5 и последний 6. Смотрите, вот здесь у нас 6 столбиков и 1, 2, 3, 4, 5 вершин. Шестую вершину мы с вами сформируем потом нашим хвостиком. Теперь колечко затягиваем, причем затягиваем посильнее и потуже, чтобы у нас вот здесь вот в центре не было такой большой дырочки. Обратите внимание, вот здесь вот у нас дырочка максимально маленькая. Поэтому затягиваем это все дело потуже. Где наш хвостик? И теперь смотрите, достаем петельку и закрываем ряд хвостиком. Вытягиваем его полностью с этой стороны. Далее, вот она, самая первая наша вершина. Мы вставляем крючок под вершину с изнаночной стороны. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его наизнанку. Вот что у нас с вами получилось. Далее вот у нас, видите, такая перемычка торчит. Вставляем крючок под нее и вот здесь вот в середину вершины, видите, откуда выходит наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем ее на эту сторону. Подтянем аккуратненько, поправим, и вот что у нас с вами получилось. Итак, следующий ряд наш будет состоять из прибавок. У нас здесь 6 столбиков, и теперь нам нужно провязать 6 прибавок. Находим первый столбик, нашу первую галочку. Вот она, вставляем крючок в раскол. Здесь это сделать будет довольно сложно, потому что задние петельки у нас, обратите внимание, очень тугие. Итак, вот с этой стороны мы вошли в раскол.
И вот с этой стороны, видите, тоже с одной стороны есть петелька и с другой стороны есть петелька. И вывязываем первую прибавку. Первый столбик. Далее сюда же вставляем в эту же дырочку крючок. И второй столбик прибавки. Первая прибавка готова. Далее находим следующую петельку. Вот она, видите, следующая галочка. Вставляем крючок в раскол. Сзади проверяем. Видите, с обоих сторон от крючка у нас есть петелька. Захватываем нить и вытягиваем первый столбик прибавки. И сюда же второй столбик прибавки. Вот что у нас с вами получилось. Далее, вот она, видите, следующая петелька. Вставляем крючок в раскол посередине. Видите, в середину галочки. И с этой стороны тоже ровно в середине. Первый столбик прибавки. И сюда же второй столбик прибавки. Итак, у нас уже есть 3 прибавки. У нас осталось 3 столбика и еще 3 прибавки. И вот он последний, видите, наш столбик, последняя галочка. Вставляем крючок и вытягиваем последнюю прибавку. Первый столбик прибавки, сюда же вставляем крючок и вытягиваем второй столбик прибавки. Вытянули второй столбик, теперь рабочую нить убираем, берем наш хвостик и закрываем ряд хвостиком. Вытянули его полностью. Далее нашли, вот она, наша самая первая вершина. Вставляем крючок с обратной стороны под вершину. Вытянули. Перевернули вязание, и вот он наш последний столбик, откуда выходит наш хвостик. Вот она, эта перемычка и вершина. Вставляем под перемычку и в серединку вершины, видите, рядом с местом, где у нас выходит вот этот наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем его. И вот что у нас с вами получилось. Итак, в третьем ряду мы с вами начинаем вывязывать наши елочки. Находим последний наш столбик, вот он, откуда выходит хвостик. Вставляем крючок в этот столбик, в раскол, и вывязываем первый столбик третьего ряда. Далее, получается, это был последний столбик прибавки предыдущего ряда, и далее у нас новый столбик следующей прибавки, да, из предыдущего ряда. Вставляем крючок в раскол. Обязательно сзади проверяйте, чтобы выйти ровно посередине, чтобы, обратите внимание, и с одной, и с другой стороны от крючка у нас была нить. Провязали второй столбик. Далее нам нужно вставить крючок вот сюда, в основание прибавки, вот этой вот последней прибавки предыдущего ряда, из которой мы вывязали, да, наш первый, самый первый столбик. Вот сюда вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем первый длинный столбик. Далее, вот оно, основание следующей прибавки. Вот, обратите внимание, второй наш столбик ряда вышел из первого столбика прибавки предыдущего ряда, первой прибавки. Вставляем крючок в основание. Немного здесь будет все туго, так как это уже третий столбик у нас из одного выходит. Вытянули 3 петли на крючке, провязали их вместе. Далее отодвигаем вот эти вот наши длинные столбики, и вот здесь у нас открылся второй столбик прибавки, да? В него мы с вами вяжем новый столбик в раскол. Вот так. Далее следующая прибавка, да, вторая прибавка предыдущего ряда, первый столбик и второй столбик. В первый столбик мы вяжем с вами обычный столбик без накида. Вот так. Далее вот сюда мы вставляем крючок.
в основание предыдущей прибавки и в основание новой прибавки, над которой мы начали вязать столбики. Захватили, вытянули, не провязываем. Далее, вот она, основание следующей прибавки, вставляем крючок в него, захватываем нить и вытягиваем второй столбик. Провязали все 3 петли вместе. Вот у нас уже появилось начало второй елочки. В самом начале они еще не очень похожи на елочки. Видите, вот здесь вот они. Вот это вот наш ряд, который мы вяжем сейчас. Он будет похож на такую звезду больше. Итак, далее отодвигаем. И вот здесь у нас второй столбик от прибавки предыдущей. Провязываем первый столбик. И вот она, следующая прибавка. В первый столбик этой прибавки мы провязываем еще один столбик. 2 столбика снова. То есть начали 2 столбика, елочка, 2 столбика, елочка, 2 столбика и вяжем третью елочку. Вот такой вот раппорт у нас третьего ряда. В основании, вот обратите внимание, предыдущей галочки, откуда у нас выходит вот этот вот второй столбик нашей елочки, вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем первый длинный столбик. Далее вот она, следующая наша прибавка, откуда, видите, выходит наш столбик. В основании этой прибавки мы вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем второй столбик. Провязываем их вместе. Отодвинули, и у нас открылся второй столбик нашей прибавки. Провязываем первый столбик, и вот следующая прибавка. Провязываем второй столбик. И снова елочка. В основание предыдущей прибавки и в основание новой прибавки мы вытягиваем 2 длинных столбика. Раз. И в следующую 2. Провязали. Вот у нас, видите, уже 4 наши елочки открылись. Осталось еще 2. Раз. 2. И новая 5-я елочка. Раз. И в основание следующий 2. Вот так. Отодвигаем, находим нашу галочку. Раз. И вот смотрите, в конце у нас мы начали в последний столбик. И вот у нас остался еще один столбик. Мы провязываем в раскол второй столбик. И вот здесь получается, в начале у нас 2 столбика и в конце 2 столбика. Между ними нам нужно сделать последнюю 6-ю елочку. Вот у нас основание предыдущей прибавки и основание новой. Видите, у нас отсюда выходит 1-я елочка. Первый столбик. И вот сюда мы вставляем крючок. Вытягиваем второй столбик. Вот так это будет выглядеть. Смотрите, теперь ряд закрываем нашим хвостиком. Вытягиваем нить. Находим первую вершину. Захватываем нить, вытягиваем на эту сторону. И вот здесь, обратите внимание, так как мы вывязывали, вытягивали 2 столбика, у нас 2 вот такие перемычки. Под обе вставляем крючок, вот, видите, и в середину вершины. Захватываем нить и вытягиваем. Подтянули, и вот наш самый первый ряд рисунка с елочками готов.
Вот он, видите? Здесь он уже больше похож на звездочки. Сейчас, когда мы свяжем 4-й ряд, уже будет более-менее все это хорошо видно. Итак, 4-й ряд. Обратите внимание, так же как и в стандартном круге, мы делаем прибавки, и вот в этом 3-м ряду у нас роль прибавок играли как раз вот эти наши елочки. Теперь мы будем делать прибавку, то есть добавлять елочку между нашими елочками. Итак, начать с последнего столбика у нас не получится, так как наш последний столбик был елочкой, да, поэтому мы передвинемся еще на шаг назад, вот сюда, да, вот в этот столбик, либо на 2 шага вперед, вот в этот столбик. То есть нам нужен столбик, который идет перед нашей елочкой. Я выйду на шаг назад и вставлю вот сюда крючок, видите, после нашего закрытия ряда. Так, хвостик уберем, чтобы он нам не мешался, спрячем в другую сторону. И теперь вытягиваем петельку, провязали 1-й столбик. Далее по рисунку мы с вами вяжем как раз нашу елочку. И вот сюда, в основание вот этого столбика, из которого мы вывязали, получается, на ряд ниже, да, вот сюда, вот в основание вот этого столбика мы вставляем крючок и вытягиваем 1-й длинный столбик. Вот так. Далее, вот он, следующий столбик, в его основание мы вставляем крючок и вывязываем 2-й длинный столбик. Провязали все 3 вместе, и вот наша елочка готова. Далее мы ее немного пододвинем, и вот он, этот столбик, в основание которого мы вывязывали с вами 2-ю часть нашей елочки. В него нам нужно с вами провязать столбик в раскол. Вот так. Далее делаем прибавку. То есть вот, видите, наша елочка. И получается, сюда мы вставляем крючок, то есть точно так же в основание столбика, из которого мы вывязали вот этот вот наш одинарный столбик. Вставляем крючок, вытягиваем 1-й столбик. Далее отодвигаем нашу елочку, вот он, наш 2-й столбик. В его основание мы вставляем крючок и вытягиваем 2-й длинный столбик. Вот получилась наша прибавка в виде елочки. Далее эту прибавку отодвигаем, и вот у нас открывается вот этот вот столбик, в основание которого мы вывязывали нашу прибавку елочкой. Вставляем крючок в раскол этого столбика и вывязываем 1 столбик. То есть вот весь наш раппорт. 1 столбик, елочка, 1 столбик, елочка в виде прибавки, далее столбик, елочка, которая у нас уже есть, снова столбик, елочка в виде прибавки. И так далее. Смотрите, отодвигаем. Вот у нас, видите, выходит елочка прибавкой. Вот сюда вставляем крючок, вытягиваем петельку, и вот он, следующий наш столбик одинарный, да? В его основание мы вставляем крючок и вывязываем продолжение нашей елочки из предыдущих рядов. Далее отодвигаем, открывается столбик, в основание которого мы вязали елочку, провязываем 1 столбик без накида. Далее делаем прибавку. Опять же, в основание предыдущего вставляем крючок, отодвигаем, и вот у нас 2-й столбик, в его основание мы вставляем крючок и вывязываем 2-ю часть нашей елочки прибавки. Вот так. Двигаем это все, находим наш столбик, в основание которого мы вывязывали с вами елочку, и вяжем столбик. Вот что у нас получается. В самом начале это, конечно, не так уж хорошо похоже на елочку, но вот смотрите, в готовом виде
рисунок вырисовывается и все видно достаточно хорошо. Далее у нас с вами по рисунку наша елочка. Обвязываем нашу елочку предыдущую. Отодвинули, провязали один столбик. Далее у нас идет прибавка елочкой. Вот сюда, в основание предыдущего, мы вставляем крючок, вытягиваем первый столбик длинный, отодвинем следующую елочку. Вот он, наш следующий столбик. Он у нас спрятан под елочкой. В его основание вставляем крючок и вытягиваем второй длинный столбик. Провязали. Отодвинем, находим наш столбик и вывязываем галочку. Вот мы с вами связали почти половину. Думаю, ничего такого сложного в этом ряду нету. Главное не запутаться в прибавках. Прибавки в этом ряду мы делаем елочкой. Точно так же, как и в предыдущем. Итак, подошли к концу ряда. Вот они, наши два столбика. Вот первая елочка нашего ряда и вот предпоследняя. Между ними нам нужно вывязать последнюю елочку. Вставляем крючок в основание последней елочки, которую мы связали, и в основание первой елочки. Захватили нить, вытянули 2 петли и закрываем ряд нашим хвостиком. Вот так вот. Вот что у нас с вами получилось. Далее следующий ряд, 5-й наш ряд. Вот он, наш последний столбик. И теперь начинаем вот в эту петельку. Закрыли ряд мы вот этой вот елочкой и начинаем вот в следующую петельку. Вставляем крючок в раскол. Сзади, видите, можем проверить. Захватываем нить. Раз. И сюда же 2. То есть начинаем ряд мы с вами с прибавки. Далее наша елочка. Обвязываем елочку. Вот он, наш столбик, из которого мы вывязали прибавку. В основание этого столбика мы вставляем крючок и вытягиваем первый длинный столбик нашей елочки. Далее раздвигаем вот здесь наши следующие елочки, находим вот этот одинарный столбик и в его основание вставляем крючок и вытягиваем второй длинный столбик. Провязали. Отодвигаем елочку, и вот он, этот столбик, в основании которого мы вывязывали елочку. В раскол вяжем один столбик. Далее наша елочка, прибавка предыдущего ряда, обвязываем эту елочку. Точно так же, видите, вот откуда выходит вторая часть нашей елочки, которую мы только что вывязали, вставляем крючок, вытягиваем петельку. Далее вот между елочками у нас есть один столбик, в его основание мы вставляем крючок и вытягиваем вторую часть елочки. Вот что у нас получилось. Это весь наш раппорт. Далее вот здесь у нас идет прибавка, как в самом начале. Раз. И в эту же петельку мы вставляем крючок. 2. Далее у нас идет елочка. Раз. И в основание следующего столбика 2. Далее у нас идет один столбик. Отодвинем, в раскол вяжем один столбик и снова елочка. Елочка, прибавка предыдущего ряда. Раз. И в основание следующего 2. И вот что у нас получается. Видите, уже больше становится похоже на елочки.
Снова прибавка. Обязательно проверяйте сзади, чтобы выйти в раскол. Раз, два. И снова елочка. Раз, два. Вот так. Отодвинули. Один столбик. И елочка. Раз, два. Вот мы с вами связали ровно половину. Пока это у нас похоже на ромбик. Но дальше мы будем с вами менять местами прибавки. И все это превратится вот в такой вот ровный круг. Итак, наш 5-й ряд готов. Я довязала его до конца. Можете здесь себя проверить, чтобы где-нибудь не пропустить. Прибавка 1 столбик. Здесь прибавка, тут 1 столбик. И так чередуем. Теперь смотрите, 6-й ряд. Если делать слишком много прибавок, то наше вязание потом, когда станет вот таким вот большим, начнет махриться, то есть будет больше похоже не на ровный плоский круг, да, а на такую юбочку, то есть появятся вот такие волны, да, вот здесь. И чтобы избежать этих волн, каждые 2 ряда мы будем вязать просто по рисунку, без всяких прибавок в виде елочек или вот таких вот дополнительных, как в предыдущем ряду. Так что теперь здесь мы просто начинаем вот этой вот елочкой. Мы закончили ряд, вставляем крючок в следующую петельку, после него в раскол. Это наша прибавка была. И вяжем по рисунку. То есть, если у нас одинарный столбик, мы вяжем одинарный столбик. Если у нас елочка, вяжем елочку. Следующий столбик в раскол. Видите, у нас здесь получается 2 столбика из нашей прибавки, которая была в предыдущем ряду. И вот сюда вот получается в основание нашей вот этой прибавки мы вставляем крючок и обвязываем нашу елочку. Раз. Дальше у нас вот здесь по рисунку 1 столбик. Снова обвязываем нашу елочку. Раз. И вот здесь, видите, у нас идет прибавка. В основании этой прибавки мы вставляем крючок и вывязываем елочку. 2. Из прибавки мы вяжем 2 столбика по рисунку. Раз. 2. Вот. То есть здесь в этом ряду у нас никаких изменений нет. Мы просто вяжем по рисунку. Итак, 6-й ряд закончен. 7-й ряд у нас очень похож на 4-й. То есть принцип вязания такой же. Вот из этих 2 столбиков мы вывязываем елочку в виде прибавки. Итак, находим, вот он наш последний столбик. Идем на шаг вперед. Галочка. Далее елочка. Из вот этого столбика, видите, в основании столбика на ряд ниже мы вставляем крючок, вытягиваем первый длинный столбик, и вот он следующий столбик, в его основание вставляем крючок и вытягиваем второй длинный столбик. Наша прибавка в виде новой елочки готова. Далее отодвинем. И вот он, этот второй столбик. В него провязываем столбик в раскол. Вот так. Вот что у нас получилось. Далее мы обвязываем елочку. Раз. И в основание одинарного столбика 2. Здесь у нас 1 столбик. Вот так. То есть по итогу у нас между каждой елочкой получается по 1 столбику. И дальше мы чередуем ряд, похожий на 5-й, и ряд, похожий на 6-й. Обвязываем следующую елочку. Раз,
и 2. Далее у нас идет 2 столбика. Из них мы вывязываем новую елочку. Вот сюда, в основание предыдущего и в основание нового столбика. Новая елочка. Отодвигаем и провязываем столбик в раскол. Вот что у нас получается. Итак, следующий ряд. И думаю, вы уже догадались, что будет дальше. Если наш вот этот вот 7-й ряд был похож на 4-й, следовательно, 8-й будет похож на 5-й. С одним исключением. Прибавку мы сделаем вот здесь, между вот этими вот нашими длинными начальными елочками. Итак, вставляем крючок в следующий столбик, то есть на шаг вперед от предыдущего, и вяжем начальный столбик ряда. Далее обвязываем нашу елочку обычным для нас способом в основание столбиков предыдущего ряда. Далее у нас идет 1 столбик в раскол. Далее снова елочка. Раз и 2. Итак, вот мы дошли как раз к месту наших 2 самых длинных елочек. И вот здесь, в этом месте, мы начинаем вывязывать прибавку. Раз и 2. То есть ничего сложного в этом ряду у нас нет. Таких мест у нас 6. То есть, смотрите, далее мы обвязываем нашу елочку. Здесь, где у нас 1 столбик, у нас 1 столбик. Обвязали следующую нашу новую елочку. 1 столбик. Обвязали нашу самую длинную елочку. И вот сюда, между вот этими вот елочками, делаем прибавку. Это уже будет 2-я прибавка нашего ряда. Далее, видите? Вот она, 3-я прибавка между самыми длинными елочками. То есть, если в 5-м ряду у нас между прибавками был 1 столбик, то здесь, видите, у нас добавилась новая елочка. И у нас, получается, между прибавками будет 2 одинарных столбика. И, в принципе, ничего такого сложного нету. То есть, ряды у нас повторяются, за исключением того, что вот наши прибавки немного меняют местоположение. Следующий 9-й ряд, чтобы все наше вязание не шло волной, будет вязаться по рисунку, то есть в одинарную одинарной. Вот здесь у нас идет 2 столбика, мы вяжем 2 столбика, 1 столбик вот в 1-й и 1 столбик вот сюда во 2-й, и дальше по рисунку без изменений. Итак, я довязала свой 11-й ряд, и вот что у нас в итоге получилось: 2 одинаковых круга. И смотрите, еще такой момент. Я сказала, чтобы сделали прибавку вот в этом месте. Тут, в принципе, это большого значения не имеет, где вы сделаете прибавку, то есть где вы будете вязать, где вы начнете вязать новую косичку. То есть если бы вы сделали дальше по рисунку прибавку не между вот этими 2 большими, а вот здесь между большой и самой маленькой, то ничего страшного в этом нету. То есть все наши вот эти новые косички, они бы пошли потом просто по спирали. Вот, то есть это тоже так же смотрелось бы красиво, симпатично. Почему я сделала прибавку именно вот здесь между 2 вот этими большими косичками? Просто дело в том, что вот этот первый свой круг я засмотрелась сериал, вязала я его перед сериалом и засмотрелась немного и немножко не там сделала прибавку. Вот, и поэтому у меня вышло здесь и пришлось вязать 2-й круг точно так же, чтобы было симметрично. Вообще, по факту, я хотела сделать именно прибавку не в этом месте, а вот здесь, чтобы мои косички шли, так сказать, по спирали. Поэтому, в принципе, совершенно не важно, где вы будете добавлять новую косичку. Смотреться это будет одинаково красиво, поэтому не заморачивайтесь в этом случае, когда вы будете вязать 1-й круг, и заморочьтесь только над 2-м, чтобы он получился идентичный, да, то есть чтобы они были симметричными. Теперь нам осталось точно так же, как и в этом 1-м круге, провязать столбиками, соединительными столбиками вокруг, чтобы спрятать все вот эти вот наши дырочки. Итак, находим
любую петельку, самую близкую. И теперь просто соединительными столбиками под вершины мы провязываем каждую петельку по одному соединительному столбику. Старайтесь, смотрите, вот эти петли сильно не затягивать, так как у нас здесь, видите, такие достаточно растянутые столбики, и чтобы вязание в итоге у нас не стянулось, и все наши косички были расправленными, красивыми, аккуратными, старайтесь вот эти вот соединительные столбики сильно не затягивать. Итак, подошли к концу ряда, у нас осталась последняя вершина, и теперь закрываем ряд мы точно так же хвостиком. Берем наш хвостик и вытягиваем его полностью. Почему закрываем ряд здесь хвостиком? Потому что вот эта рабочая нить, она основная нам еще понадобится. Теперь вот здесь вот она получается самая первая петелька. Вставляем крючок вот таким вот образом, захватываем наш хвостик и вытягиваем его вот сюда. И вот смотрите, у нас сформировалась такая уже полупетелька. Осталось найти последнюю, вставляем под вершину и так, чтобы выйти ровно посередине вот этой вот последней петельки. Захватываем нить и вытягиваем ее на эту сторону. И вот что здесь получается. Подтягиваем все вот эти вот наши петельки аккуратно. И вот такое вот бесшовное соединение у нас с вами получилось. Теперь все это дело нам осталось хорошенько отпарить. Отпарить обязательно с изнаночной стороны, чтобы не прижарить случайно здесь лицевую сторону красивую, аккуратную нашу. Хорошенько выпрямляем это все дело и обязательно не забываем, когда мы отпариваем наши круги, в разные стороны это все дело хорошенько подтягиваем, чтобы наши косички красиво и аккуратно расправились и каждый шнурочек принял свое место. Обе мои половинки отпарены и готовы к работе. Теперь одну из них мы уберем, чтобы она нам не мешалась, и будем привязывать нашу вот эту деталь. Для этого берем крючок размером поменьше, примерно 3,5-4 мм, чтобы пролезть вот в эти дырочки, так как шестерка наша, видите, помещается сюда с трудом, поэтому возьмем крючок поменьше. Так, обвязывать мы с вами начнем где-то вот здесь вот снизу, чтобы все наши узлы некрасивые остались внизу на дне сумки, поэтому давайте находим, вот она наша рабочая нить, и обвязывать мы будем вот за вот эти вот вершины наших столбиков. То есть для чего мы сделали обвязку, чтобы не было видно вот этих вот просветов. Теперь прикладываем нашу деталь. Сейчас я возьму это все поближе, поудобнее. И вот таким вот образом, видите, откуда выходит наша нить. В следующую петельку мы вставляем крючок вот таким вот образом. То есть вводим ее в середину вершины и под перемычку. Вот так. Теперь развернем все. Обязательно старайтесь не перепутать, то есть чтобы не привязать случайно лицевой или изнаночной стороной не туда. То есть вот так. Захватываем нить, вытягиваем ее сначала отсюда. Немножко сложно, крючок маленький, и потом вот отсюда вытянули. И далее с соединительными столбиками, точно так же, как мы обвязывали вот здесь, соединительными столбиками привязываем наши детали. Вставляем крючок в следующую дырочку. Здесь находим следующую вершину и вытягиваем нашу новую петельку. Вытягиваем осторожно. Вытянули. Далее протянули ее через предыдущую. Тоже сильно старайтесь не затягивать, чтобы наше вязание не стянулось. И вставляем следующую дырочку. Далее здесь находим следующую вершину. Так, как бы это сделать так, чтобы было видно вам все. Вставили в следующую петельку и вытянули новую. Далее вытягиваем ее через дырочку. У нас снова 2 петли на крючке. И протягиваем ее через предыдущую. Снова повторяем те же движения. Вот так. Дошли мы с вами до момента, где у нас осталось 2 дырочки, и теперь
прикладываем нашу молнию таким образом, чтобы наши вот эти две дырочки сошлись. То есть мы вставляем в следующую дырочку здесь. Здесь это будет первая дырочка. И продолжаем те же самые движения. То есть вот здесь мы вставляем уже, немножко сложно показать, вот так, в следующую петельку, но уже через две детальки. Протягиваем это все дело, вытягиваем петлю и провязываем соединительный столбик. Вот что у нас получилось. Далее снова мы вставляем сюда, в последнюю дырочку. Здесь это у нас уже вторая дырочка, вставили. И здесь в следующую вершину. На камеру это, конечно, делать ужасно неудобно. Итак, вытянули здесь и провязали соединительную. Дальше вот здесь, видите, следующая дырочка, она немножко прячется под деталью. Не переживайте, немножко отодвиньте, ничего страшного в этом нету. И продолжаем вязать соединительные столбики по кругу, параллельно присоединяем наши детали. Вот так, видите? Еще раз. И еще. Сейчас я вытяну нить посильнее и покажу вам поближе. Вот таким вот образом это будет смотреться у нас. Вот так вот. И продолжаем, присоединяем до конца здесь. Оставляем 2 столбика, прячем их также друг на друга и продолжаем привязывать по кругу до вот этого вот нашего начала. Итак, я довязала до конца, у меня вот здесь осталась последняя петелька, соединение, и теперь нам нужно обрезать ниточку, вытягиваем ее с этой стороны полностью и формируем нашу петельку конечную. Вот так. Вытягиваем сначала сюда, потом вот здесь вот с обратной стороны вставляем крючок через все наши перемычки, через дырочку и выходим вот здесь вот в серединке. Вот сейчас будет самое сложное: протянуть вот эту нашу петельку через все эти перемычки. Вот так. И вот, в принципе, готово наше соединение. Ничего не видно, незаметно. Вот здесь вот немножко будет волниться, но не переживайте, это все потом расправится аккуратненько. И ничего мешаться нам не будет. Вот здесь хвостики мы связываем, чтобы оно не распустилось. Подтягиваем. И желательно вот сейчас их уже спрятать в вязание, чтобы потом не пытаться сделать это через вот этот вот маленький разрез, как со второй половинкой. Вторую половинку нам будет пришивать немного сложнее. Для этого нам лучше расстегнуть нашу молнию и пришивать это все по отдельности, так как к концу у нас все это будет внутри, в середине. Точно так же начинаем мы где-то вот здесь вот снизу, таким же образом, как и вот эту половинку. Сейчас покажу. Вставляем крючок в любой из дырочек внизу. Далее находим, вот она, видите, проверяем вот здесь с обратной стороны, чтобы не вылезла, значит вот здесь вот вставляем крючок в середину вершины, под все перемычки, вот таким вот образом захватываем нить, вытягиваем ее с этой стороны и через дырочку. И то же самое, следующая дырочка, следующая вершина, продеваем ее через все перемычки, проверяем, захватываем и вытягиваем. Вот так. Далее следующее.
И так далее. То есть точно так же, как мы пришивали вот эту часть, мы пришиваем и вот эту половинку. Только вот здесь у нас будет немного сложность в плане привязывания вот этой вот части с молнией. Итак, я дошла до вот этого момента, где мы присоединяем молнию, и в основном все это дело у нас будет делаться на ощупь. То есть мы находим все эти перемычки, проходим, чувствуя пальчиками. Если вы в себе сомневаетесь, на камеру это показать, видите, сложно. Ну, то есть пока вот здесь это еще видно, а когда мы провяжем уже большую часть, мне будет очень сложно заглянуть вот в маленькую дырочку. Видите, там темно, и показать вам это все. Вот, но вы сами, когда будете это вязать, вам будет проще. Где-то, допустим, если вы прям совсем в себе сомневаетесь, посветить фонариком, проверить себя, точно ли вы прошли через все перемычки. Вот. Ну, в основном сложно только в начале, а потом уже к концу ряда вы просто действительно на ощупь сможете понять действительно каждую перемычку. Вот так. То есть как делаю это я. Я сейчас не смотрю, а просто вяжу. Я вижу только вот здесь мою середину вершины. Все остальное я делаю на ощупь. И если заглянуть внутрь, то я попадаю туда, куда мне нужно. Если, опять же, повторюсь, вы сомневаетесь, лучше проверяйте после каждой петли. На камеру это сделать немного сложнее. Так. Это все дело потом изнутри выпрямится, подтянется. И вот примерно так это будет выглядеть наш замочек. Вот так вот застегнется. И вот здесь будет небольшой промежуток, но за счет того, что мы, видите, заступили на 2 столбика вперед, то есть пришили, да, вот здесь вот с нахлестом, да, у нас вот здесь не будет такой прям сильной дырочки, и все это будет поправимо. Потом вот сюда мы оденем ремешок, и все будет прекрасно. Вот здесь вот я дошла до следующего соединения, и обратите внимание, вот так, если мы продолжим вязать, мы упремся здесь в начало ряда, и немножко будет неудобно. Поэтому мы разворачиваем наше вязание вот таким вот образом, вставляем руку в замок, и уже вот так, оп, забыла петельку, продолжаем вязать точно так же на ощупь, просматриваем наши вершины и вытягиваем петельки. Опять же, повторюсь, на камеру это сделать немного сложно, плюс еще крючок маленький. Но когда мы будем делать это у себя на коленках, так скажем, да, в удобной нам позе, все получится без проблем. Вот так. По поводу наших вершин можете не переживать. Наши круги с вами сделаны как раз именно под наши вот эти вот заготовки. Так что количество столбиков у нас полностью подготовлено именно под наши заготовки. Так что лишних вершин у нас не останется. И разве что если вы допустили ошибку какую-нибудь в вязании нашего круга, и у вас по факту, по итогу, по кругу не получилось 48 столбиков, да? Поэтому обязательно проверяйте себя и не переживайте. Страшно это смотрится только на камеру. Повторюсь, если вы будете сидеть в удобной позе и вязать это все у себя на коленях, все будет прекрасно, все будет нормально, и делать это очень легко. Ну что, вот так вот выглядит наша красотка. Посмотрите со всех сторон. Я прям тащусь, честно, такая классная сумка получилась.
И теперь давайте, осталось нам одеть ремешок. Самое сложное. И вот. Вот такая красота. Шикарная сумка. Давайте померяем ее по размерам. В диаметре она у нас вышла 23 сантиметра. Я внутри напихала синтепон, чтобы она у меня принимала форму. То есть вот здесь вот эти места, где, вот видите, до сих пор некоторые неровности есть, чтобы это все у меня выпрямилось. Кроме того, после всего этого я еще поставлю ее под пресс. Вы можете не обязательно синтепон напихивать, ну то есть что угодно туда засунуть, чтобы она приняла форму, и поставить ее под пресс, чтобы под давлением разошлись, так скажем, все вот эти вот наши петельки, все это приняло свою форму, стало ровненьким. Вот здесь вот видите, уже почти все. И вот так вот будет выглядеть наша идеальная кругляшка с аксессуарами от сайта Пряжа Центр. Давайте покажу. Открывается она достаточно легко, даже при том, что вот эта вот верхняя часть с замочком, она у нас намного мягче, она у нас одинарная, да, нежели вот этот низ, он у нас двойной, тут все видно. И в принципе все ровно, идеально. Давайте я даже сейчас вытряхну весь синтепон, чтобы показать вам. Так, все это поближе. То есть, обратите внимание, застегивается она прекрасно, расстегивается, ничего не мешает, ничего не цепляется, да, все ровно, идеально. Вот такая вот сумочка. И без проблем у нас вот здесь вот, видите, внутри все красиво. Ниточки я еще не все спрятала. Собираюсь сделать это потом, когда все выровняется, выпрямится. И вот что у нас с вами получилось. Так что спасибо всем, кто смотрел мой мастер-класс. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, узнали для себя что-то новое. Поставьте обязательно лайк, если вам понравилось. Подпишитесь, чтобы не пропустить другие интересные видео. Ну а пока еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.